Привет, мир! Привет, мир! Тут уже работа полным ходом, еще никто ни разу не здоровался. Сейчас поздоровались. Что за безобразие? Просто иногда, знаешь, что встаешь, думаешь, блин, ну что ж делать, пойду лучше поработаю. Надо подготовить к себе работе. Камеру забыл, все забыл, себя забыл, пошел работать. Это самое опасное, когда себя забыл и пошел работать. Я смотрю на тебя и вспомнил предыдущий вопрос в комментариях, очень часто задавали его. А, где ты с голыми коленками? Да, я смотрю, просто ты... В смысле с голыми коленками? В шортах с голыми коленками. С голыми коленками. Тут не Валя была в поспоришь. фуфайке, полностью обмундирование у нее было под зиму, у меня под лето. И люди спрашивают, сколько у вас там температура? У нас там, дело в том, что у нас там такое помещение, что есть раздельная, граница, в общем, невидимая. Там -3 и, к примеру, +15. На самом деле там было 16 градусов, но Валь было не очень хорошо, поэтому Валя была одета. Прохладно, да. Да, так что вот, если вы видите, что мы не успели поздороваться или забыли себя утром, то обязательно напоминайте нам, что доброе утро, типа привет, мир. То знаете, где-то мы точно поздоровались, но это не вошло в видео. С кем потом поздоровались. А еще знаешь что? У нас тут нагрянуло 147 тысяч подписчиков, по-моему, да? 3000 остается до 150 тысяч. Давайте уже до Нового года добьем это. Тем более там у нас около 70% народа, который нас смотрит, они не подписаны. Ну тогда тем более. Подписались, и там будут даже 170 тысяч. Сейчас а не люди 150. зайдут такие, именно вот на вторую минуту, к примеру, переключат такие, надо подписаться, но я смотреть их не буду. Не, смотреть тоже надо. Ладно, перейдем к делу. В общем, мы занимаемся, естественно, нашим пристроем. С этой стороны я начал обшивать так же, как и с той стороны. Здесь пароизоляция, также рейки деревянные, на них потом буду устанавливать ГВЛ-плиты. С той стороны я решил добить рейки, а потом добить еще вагонку. Валя будет там еще с той стороны красить, пока она будет там делать. Я, естественно, здесь закончу. Это все будет быстро. Закрепил лист ГВЛ по периметру шурупами. И у меня вот этот вот косяк, я изначально, конечно же, его знал, но вот настолько, чтобы блоки выпирали. Если вот здесь вот заподлицо, там миллиметра 3-4, вот где бетон. А вот с этой стороны вот этот вот парочку гордых пеноблоков выступает вот этот на 15 миллиметров, этот на 10, выше тоже на 10 миллиметров. То есть вот эти 3 пеноблока мне нужно как-то сточить, не знаю, выровнять с листом ГВЛ, потому что ГВЛ по уровню идет, а здесь вот именно такая волна идет. Просто за счет того, что пристрой стоял, я не видел эти блоки, они, естественно, чуть-чуть там подвыступали. Я думал, это все уберется, но вот сейчас вот эта проблемка такая. Ладно, решим эту проблему. ГВЛ-лист я поставил один, сейчас второй закреплю и пойду разбираться с вагонкой дальше. Ее нужно прикрепить, чтобы Валя ее сегодня покрасила, если она, конечно, успеет. Ну что, осталось чуть-чуть. Да. Осталось прибить рейки и набить вагонку. Я, кстати, вчера вспомнил, что у меня есть клеймеры. И думал, сейчас я их закреплю без гвоздиков. Прикладываю. И что-то не то. У меня в комментариях там очень много комментариев было по поводу того, что ты задом наперед вагонку прикрепляешь. Я думал, как оно с этой стороны, как вот этой шершавой, как оно может быть? А вчера я понял, что развернуть ее надо было. Ты же не первый раз с ней работаешь, Артем Андреевич, вот что значит не выспаться. Да, вот что значит не выспаться, и вылезают вот такие вот косяки. Я, конечно, понимаю, что вы скажете, что самый главный ваш косяк был 3 года назад. Купить этот дом. Когда мы купили этот дом. Нет, все нормально. В общем, как мы и сказали, в январе тебе нужно будет отдыхать. И к стройке вообще... Всем нам, всем вам.
к стройке не прикасаться, а то мы там замечаем, что косяков у нас стало Ну, я появляться думаю, что много. на стыке коробки я посмотрю, может быть, сделаю. Разверну, получается, вот здесь на стыке вагонку разверну, и дальше уже на клеймеры спокойно ее прибью. Не зря люди говорят, что идёт ты все задом наперед, а я еще Тёма говорю, Тёма, как там по-другому-то можно было сделать? Я говорю, что-то не Я понимаю. вот так вот ее вставляю в пазы. Ага, а надо было как-то не Вот. понимаю. А для того, чтобы клеймер зацепить, он цепляется вот в этот паз, вот сюда. понятно. И, соответственно, чтобы был прибить, и это надо вот так вот ставить ее, и сюда клеймеры прибивать уже гвоздиками. Эх ты! Кстати, мы с Тёмой заметили, что вот эту вот стену, которую я делала, но она уже полностью высохла, она гораздо темнее, чем вот эта вот стена. Она вот досыхает, и она гораздо светлее, не знаю почему. Ну и сегодня я начну красить. В общем, все, пошли работать. Пойдем. Когда у нас закончится эта локация? Вообще не понимаю. Просто в одной и той же локации снимаем. А я... Да какая разница, снимаем? Мне уже самой надоелось находиться. Что я хочу сказать? Может, сегодня-завтра? Ну, закончим ремонт. Ожидаемый ответ от Вали. Да, я не могу открыть вот эту вот штуку. В общем, я запаслась губкой, начинаю красить стену, и как-то даже страшно. Пробовать. Мы пробуем, посмотрим, как это выглядит, и потом покажем. А то нам, да, самим страшно. Вот это я закрашу, подождите, закрашу сейчас, сегодня. Но можешь сказать, что 3 разных стены будут. Не говорила я такого. Я говорил. А, да? А тут помоги, пожалуйста, открыть, не могу. Да, я тоже что-то не могу. Вот такая размазня у нас будет. Че, Слушай, красиво? Да, смотри, давай я тебе поближе. Она хорошо получается. Она будет светлая такая. Угу. Нормальная размазня? Ну, если вот такими пятнами, то нет. Ну, вот если вот так ты будешь делать. Раз, два. Или не мучиться, а взять валиком и трэш Ну, тысяч. валиком, наверное, будет полностью. Ты попробуй. Может, валиком надо было попробовать сначала? Не знаю, когда же пробовать. Да, вообще непонятно. Отвлекусь я от вагонки немного. Съезжу за листом ГВЛ, мне немного не хватает, наверное, как минимум, ну, максимум половина листа ГВЛ, а у соседа Кости оказалось 2 листа лишним, даже, наверное, больше, но мне 1 нужен, даже половина, ну ладно, 1 заберу. Поеду на Ниссане, кстати, спрашивали, где наша новая машина, но она уже, как бы, у нас полгода как минимум, радует нас. 4 вот стоит, 4 нам тоже очень помогает, вот последний раз на ней зерно возили. Просто фаркоп на Ниссане, и есть тачка у Кости, поэтому я сейчас поеду, в его тачку загрузим ГВЛ, и я привезу все это сюда. Приехал я за тачкой, Костя уже уехал, приедет через 3 часа, поэтому я без него это все сделаю, заберу тачку, возьму. Правда, мне кажется, здесь как раз не влезет он, 1200 миллиметров ГВЛ, надо померить сначала, что-нибудь подложить хотя бы. Сосед он приехал, доски привез себе. Все строятся. Я так понимаю, вот гараж, по-моему, строит. Я решил не брать тачку, потому что расстояние там метр между вот выемками под колеса. Метровое расстояние, поэтому туда ГВЛ не влезет. Точнее, он бы влез, но там все равно подкладушечки какие-то. Я решил, раз уж на куски мне ГВЛ, я его сейчас распилю на 2 части, на 3, получается, по 800 миллиметров. И сложу сюда в Nissan и уеду. Здесь веранда вот такая делается, каркас веранды, точнее. Надо на вооружение взять вот такие вот подкладушечки, подставки специальные под брус 100 на 100. Сверху обвязка идет из 200-ки. Здесь двойная, сдвоенная такая. Ладно.
А вот он и ГВЛ. Вот как раз сверху лист возьму, девятки. Дверь закрыть. Вот так лист раскроил на 3 части и положил в машину. Все равно их по 400 миллиметров придется раскраивать. А ты же хотел в прицепе привезти, почему ты не сам-то? Что случилось? А прицепе там расстояние между вот этими выемками под колеса, под арки меньше. На 3 части какая разница, мне все равно пилить. Ну что, я добил вот эту часть нашего пристроя, вагонку всю уже закрепил. Сейчас Валя будет ее красить. Пока Валя будет красить вагонку, я, наверное, буду разбираться с окном. Надо будет срезать пену, мастикой замазать и принести откосы с подоконником, уже померить, поставить их. Единственное, не знаю, вот здесь вот кто-то шпатлюет, шпатлевкой замазывает заподлицо, либо ставит наличники специальные такие, закрывающие откосы, и вот эту щель, соответственно, между оконным проемом. А, да, кстати, закрепить надо вот здесь вот, я не закрепил, бетон надо засверлить, дюбель закрепить. Что там нюхаешь? Невкусно пахнет, да? Ну, она не то чтобы сильно воняла, но запах у нее... Это другая краска, не та, которую нам тогда прислал для стены, это другая. Ну, такой запашок у нее есть. А почему у тебя там одна... А, забить надо гвоздик. Один гвоздь, хотел сказать, одна гвоздина. Забью сейчас, да. Валя сейчас будет, как я уже сказал, а вот на заднем плане вот эти кирпичики, конечно, я бы еще закрасил, либо сереньким. Тёма хочет, чтобы я опять здесь потратила полдня, чтобы сереньким закрасила. А я считаю, что здесь и так уже хорошо. Ты потом издалека снимешь же, как выглядит. А мне так нормально выглядит. Да. Можно там уже не лазить. Тем более у нас же будет здесь морозилочка. Вот по половине она закроет. Кстати, по поводу морозилки. Что там нам в комментариях писали? Валентина, на сайте не указано, что морозилка может стоять при минусах в помещении, где минус. Ну, у нас здесь в помещении не будет никогда минуса. Здесь же система хранения, минуса не должно быть. Закатки-то при минусе не хранят. Да, здесь будут плюсы. Плюс здесь 5, отопления плюс нет. 8. Отопления не будет здесь. В качестве отопления писали, что может быть этот холодильник, морозильник. Что? Это ты сейчас пошутил? Он же выделяет тепло. Ну не настолько же, что ли. Все, ладно, Валя красит вагонку. Давай забьем этот гвоздь. Давай. Там обычно говорят, забьем болт, да? На дело. А ты забей гвоздь. Так. Мне кажется, даже этот с первого раза, наверное. Я имею в виду с одного слоя, наверное, хватит. Краска такая. Валя вчера докрасила вагонку и помогает мне. У нее это лучше получается. Замазывает
Да я всю жизнь этим делом занималась. Я специалист от Бога. Я знаю очень много всяких разных других слов. Она наносит гидромастику специальную, пароизоляционную. 600, как там написано, посмотри. 618, по-моему. 617. 617 гидромастика, пароизоляционная, с этой стороны наносится внутри помещения. Еще есть другая мастика, она паропроницаемая с другой стороны. Ну, ее, наверное, надо когда плюс на улицу будет, да? Ну да. С этой стороны еще стена не подсохла, и Валя хотела ее, конечно, покрасить, но вот с этой стороны, где бетон, где бетон еще мокрая, вот там дальше она подсыхает. Я думаю, сегодня к вечеру. Ну, возможно, вот как раз вот этот кусок, где пеноблок, это подсохнет сегодня. В общем, ладно. Я выполняю подготовительные работы. Блин, как это правильно сказать-то? Подготавливаюсь, короче, работать. Я подготавливаюсь работать. Вот именно. Вы поняли, да? Подготавливаю себя к работе. То есть заварю себе чашечку кофе. Принять ванну, выпить чашечку кофе. Лягу, посплю часа 3, подготовлюсь к работе. Такое можно сказать только тем. Я подготавливаю себя к работе. Ладно, пошел дальше Ты подготавливаться. не забудь душ принять перед работой, потому что без этого никак. Он ушел. Что ты любуешься Я... нашей работой? Нашей работой, да, хорошо получается. Мне очень нравится. Особенно вот эта вот стена, которая уже покрашена. А вот это вот все-таки здесь есть... Ну, в смысле, она еще не довысохла, я так понимаю. Я не могу ее пока покрасить. Вот эти просвечиваются именно там, где швы. Ну да, и вот здесь вот наверху. Так что, получается, сегодня-завтра она досохнет, и до Нового года у нас это помещение будет готово. Только тебе откосы, да, как они называются, на окне? Подоконник, откосы, да, и закрыть, да, там все щели. Короче, у нас работы еще много, до Нового года, естественно, мы все не успеем, но одно я знаю точно, нужно сделать перегородки как минимум. Перегородки вот здесь у меня должны быть по 400 миллиметров с каждой из сторон, это в системе хранения, в кладовую, в чуланчик. Это я уже перечисляю все, что можно будет в комментариях написать. С той стороны, со стороны ванны, там тоже перегородка должна быть 1200, и там выпердыш небольшой с дверьми в 800 миллиметров. Я планирую их сам делать. Я так... Двери сам будешь делать, да? Ну да, их несколько нужно делать, потому что одинаковые сюда, и еще в глиночурку и в беседку. Штук 5 дверей нам, короче, надо. Да, и здесь вот, вот отделение получается тамбура, вот этого куска от ванны и гардеробной будет, я хочу сделать такую шкаф-купе, ну, дверь шкаф-купе, как она называется, тамбурная дверь, не знаю, на колесиках. Еще плюс сюда вот дверь нужна вторая. Да, потому здесь что вот это потеет. отсечь нужно теплый воздух от этой двери. Здесь вот капельки есть, их стало гораздо меньше, но они все равно есть. Короче, работы много, и до Нового года, естественно, как я уже сказал, мы не успеем все сделать, но основное мы сделаем обязательно. И еще, что я хотел сказать, мы хотели спросить по поводу крайнего видео в этом году. Мы хотели сделать стрим. А когда он будет-то? Ну, за 2 дня до Нового года я планировал, часов в 6, если его сделать. За 2 дня, подожди, 31-го... 29-го, 29-го, а это какой день недели, не знаешь? Вторник, наверное. Вторник? Да. Вторник, 6 часов вечера. Да, вот и это ориентировочно, чтобы нам не заморачиваться, очень много дел, к Новому году их накапливается очень много, и это не связано именно с ремонтом. В общем, 29 декабря в 18:00 по московскому времени у нас будет вместо видео будет просто стрим. Да, 1,5-часовой стрим, я думаю, что будет удобно для всех, 6 часов вечера, потому что многие говорили, что если в Сибири находится, там плюс 3 часа как минимум, если дальше Владивосток, то еще дальше. Так что готовьте свои вопросы онлайн. Ну, такие итоги могут быть подведены, просто пообщаться. Кому интересно, просто в комментариях напишите, что да, нет, мы как бы не будем опрос делать, но в комментариях, если интересно. Так что все, я думаю, что на этом видео пора заканчивать. В целом картина ясна, что мы хотим сделать, будем делать. Ну, уже все после Нового года. Да. Все, всем пока. пока. Так что всех с наступающим, если что. Всем спасибо большое. Всем пока. Пока-пока.